гей-порно. Там, по-моему, чувак просто решил вроде бы изнасиловать своего друга натурала. Ты за легализацию? Да. Ютуб закроют. Всем привет! Сегодня на канале «Рожденный в YouTube» Элины Мигла или Тарелка, который принадлежит канал про аниме, на котором 350 тысяч подписчиков, и он существует уже 5 лет. Привет. Здорово. Че, как дела? Нормально. Нормально? Слушай, Елин, сидели, общались, думали. Я знаешь, о чем подумал? Это, наверное, превращается в добрую традицию брать у анимешников интервью. У нас уже был Кирилл Суэров, да, у нас уже ты. Как ты думаешь, кого еще можно будет позвать? Дика. Дика? Да. Хорошо, позовем. У него цвет волос красивый, как у меня. Это прикольно. Илин, я что тебя сюда позвал? Я хочу рассказать большой аудитории, которая, возможно, станет и твоей аудиторией в будущем, о том, кто ты такая и как ты дошла до жизни такой. Поэтому первый вопрос. Скажи, пожалуйста, Элина Мигла, это твое настоящее имя? Да, в паспорте так написано. Прикольно, прикольно. Илин, ты занимаешься ютубом с 2013 года? Ну, да. Не регулярно, но да, с 2013. Скажи, пожалуйста, сколько тебе сейчас лет и сколько было, когда ты начала канал? Ну, сейчас мне 22, 5 лет назад мне было 17, соответственно. Ты в 17 лет начала канал вести? Да. Блин, прикольно. А в детстве кем хотела стать? Писателем. Писателем? Да, я прям любила читать, и я думала, стану писателем и буду тоже писать книги. О чем? Да, я не знала. Я думала, детские какие-нибудь. Я это представляла очень как-то расплывчато в детстве. Ага. Как это быть писателем. Плюс я понимала, что мне не дадут быть писателем, потому что надо деньги зарабатывать. А на книжках особо много не заработаешь, как говорила моя мама. Ну, наверное, тогда, может быть, и не заработаешь. А сейчас есть писатели, которые очень даже неплохо живут. Ну, сейчас да. Элин, скажи, пожалуйста, а был у тебя в детстве какой-то герой, на которого ты прям равнялась, смотрела и хотела стать такой же? Нет, не было. Серьезно? Вообще не было героя? Нет, я вообще вот эти вопросы, если у тебя какой-то герой для подражания, ролевая модель поведения, я никогда ни на кого там не равнялась, не пыталась кому-то подражать, поэтому меня всегда эти вопросы в тупик ставят. Я представляла лет 12, какой я буду там, в 20 с чем-то. Я почему думала, что я буду бизнес-леди, что я буду ходить в офисных костюмах и буду вся такая богатая, крутая, работать в офисах. Я не знаю, почему я представляла именно это. Вот. Но я не работаю в офисе. Не знаю, к счастью ли. Очки ношу, вот как представляла. А кем ты работаешь? Ну, канал моя работа. То есть, ты full-time занимаешься каналом, да? Угу. Прикольно. Ну и учусь пока. А на кого? На журналиста. На радиожурналиста специализация, раз уж на то пошло. Почему не теле? Не знаю, мне почему-то хотелось именно на радио работать. Мне казалось, это круто. Я просто в выпускных классах, есть сайт «Волнорез», по-моему, и мы там с подругами делали свое любительское радио про аниме, и мне так нравилось, я решила, ну раз писателем мне не быть, но многие журналисты становятся писателями, и, может быть, выучиться на журналиста, и как раз на радиожурналиста. Почему бы нет? Интересное такое жизненное решение. Ну да. А скажи, пожалуйста, вот ты как анимешник, да? Угу. Какое бы аниме ты посоветовала человеку, который ни разу в жизни аниме не смотрел? Вот с чего начать? Ни разу в жизни не смотрела аниме. Представь себе, такие люди есть. Обычно я таким людям показываю «Святых юношей». Это про Иисусу и Будду. И им очень нравится. И про то, как они живут в современной Японии. Да, и всем очень нравится, потому что это необычно. Угу. И там очень милый, добрый юмор, несмотря на тематику, потому что ты ожидаешь какой-нибудь жести и сатиры, а там все уютно, лампово. Кстати, это же аниме-мен посоветовал PewDiePie. Вот, и правильно сделал. Когда они вместе записывали видос. Потому что действительно, это одно из моих самых любимых. Это очень хорошее. Кстати, да, тоже советую посмотреть. Правда, у него немножко необычная рисовка. Она, наверное, все-таки кого-то может отпугнуть, но само аниме хорошее, интересное, философское, с глубоким смыслом и без каких-то попыток оскорбить чувства каких-нибудь верующих.
Это Просто главное. ко всему надо относиться с уважением. Хорошо, спасибо. Скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя, ну, не знаю, какая-нибудь любимая музыкальная группа? Любимая музыкальная группа? Да ты знаешь, я на самом деле все подряд слушаю. Вот сейчас Монеточку, например. Слушай, мне понравился ее новый альбом. Мне его почему-то в один день сразу несколько человек скинули. У меня нет на самом деле прям любимой группы. Вот это тоже как-то я слушаю все подряд, просто что добавлю в плейлист. Я даже многие песни не знаю, кто исполняет, какие названия. Я их могу знать наизусть, но кто это, что это, я без понятия. Вот у меня странное очень предпочтение музыкальное в этом плане. Давай поговорим о том, как ты дошла все-таки до жизни такой. Скажи, пожалуйста, в 2013 году, в декабре, ты открыла свой канал. Угу. И насколько я посмотрел, да, у тебя, ну скажем Первые так, видео удалены. первое видео, да, они удалены. Я так понимаю, 2 видео точно удалены. Да, из авторских прав. Ага. Нет, одно я переделала, другое это авторские права там накидали. Ну, это проблема, я думаю, всех мелких каналов по аниме, когда тебе что-то блокируют. Авторские права, вот эти совпадения, видеоряд, музыка, все вот это. Они прям любят. А как ты вообще решилась создать канал? Что к этому подтолкнуло? У меня был блог текстовый на сайте с говорящим названием Blog.ru, который недавно, как выяснилось, закрыли. Я просто хотела зайти поностальгировать, и все пропало. Там огромный пласт моей жизни. И я написала рецензии. Но так как уже тогда Blog.ru никому не был нужен, их читал 1,5 человека. Я, естественно, думала, ну что, отличные рецензии, надо их донести до более широкой аудитории. Поэтому почему бы не перейти на YouTube? Это сейчас очень модно. И я перешла на YouTube. Так что там простая достаточно история. Ну, почему? Тоже интересная история. Многие ведь приходят на YouTube вот так вот с кондачка, сразу с нуля, ничего до этого не имея. А скажи, пожалуйста, если вот вкратце, да, если вот взять человека, который вообще никогда не видел аниме-блогеров, да, и не интересовался этой темой, ты бы могла как вкратце описать, о чем твой канал? О чем мой канал? Ну, в данный момент это про развлекательные ролики на аниме-тематику, около аниме-тематику. Вот. Не обзоры, а уже просто вот развлекательный контент. А был в твоей вот истории, да, в твоей карьере на Ютубе какой-то ролик, который вот ты прям вот всю душу в него вложила и считаешь, что это твой священный грааль, что это самое крутое видео на твоем канале? В которое я вложила в душу? Самое крутое видео? Ой, ну, наверное, каждый 3-й ролик я вот так делала, вложить душу, чтобы прямо получился классный. Естественно, из каждого этого 3-го заходил, дай бог, каждый 5-й. Да я почти все ролики стараюсь делать с душой. Не, ну то есть определенная категория видосов на канале, и я думаю, это у многих, когда ты выпускаешь часто регулярно, которые они сделаны не с душой. Ты понимаешь, что тебе его надо выпустить, потому что он зайдет, потому что это требует аудитория. Есть как бы отдельная категория, которая не набирает много просмотров, но ты одними стараешься. Типа 1001 восторг моей геройской академии, да? Что это? Подожди. Моя Боку на Хиро Академия. Геройская академия. Да. Ну, Геройская академия. Такое. Которая выиграла все премии Кранчролла. С огромной фан-базой, которую я не хочу смотреть. Ты не смотрел «Моя геройская академия»? Ну, я посмотрела первые 10 серий, и я поняла, что да, я не люблю Сёнэна, и я не буду его досматривать. Ну, мне надоело вот это все. Я такая тряпка, но я буду превозмогать. Да. Ну, как-то, когда тебе 15, тебе нравится это смотреть. Такой, да, блин, здорово, я тоже тряпка, я тоже хочу так превозмогать, настолько общего, и как-то... Нет, не знаю, это уже неинтересно. Если я смотрю какие-то аниме с какими-то героями, мне уже стало интереснее смотреть что-то, вот знаешь, где взрослеет персонаж. А если вот реально взять любое, ну, взять, например, весь объем аниме, который ты посмотрела за свою жизнь, и выбрать, ну, например, топ-3. Вот топ-3 лично тебе зашедших. То есть не то, что нужно посмотреть начинающему, да? Топ-3, которые мне зашли больше всего, Да. это Space Dandy, во-первых. Ну, «Святые юноши», это мы говорили, поэтому, считаю, у нас будет бонусная номинация. Код Гиас. Это одно из самых первых. Это я смотрела концовку, и я просто вся рыдала, потому что, да, это было невозможно. Я ни над каким фильмом, по-моему, так... Я только над «Властелином колец» так плакала. Вот «Код Гиас» и «Властелин колец». Все. Единственное, вот над чем я рыдала. Теперь ты столы с острыми углами обходишь стороной, да?
И что же еще третье? Что же еще третье мне прям понравилось и зацепило? Я просто пытаюсь вспомнить что-нибудь из последнего. Понимаю, что из последнего меня прям ничего сильно не цепляло. Дюрарара, вот. Дюрарара. Дюрарара. Дюрарара, это сериал длиною в жизнь. Я так и не дошла до остальных сезонов. Вот первый, вот первый сезон. Свой человек, сразу видно, свой человек. Я тоже, это тяжело, в какой-то момент становится очень тяжело, потом ты опять... Я начала смотреть второй сезон, поняла, что я плохо помню события первого, я никак не пересмотрю первый, чтобы продолжить дальше. Плюс там еще у Шизу, как я поняла, появилась девушка, и вообще как бы теперь не хочется смотреть абсолютно. Не то вообще. Окей, хорошо. Странное отношение сумасшедшего ученого и его сожительницы без головы, да. И очень странная фигня. Если бы можно было, вот знаешь, взять какое-то художественное произведение, будь это аниме, будь это художественный фильм, будь это, может быть, какое-то произведение литературное, с чем бы ты, наверное, ближе всего ассоциировала то, что ты выпускаешь на своем канале? Ну, сейчас бы ассоциировать челленджи с каким-нибудь высокохудожественным произведением. Не, можно взять передачу на телевизоре или какую-то старую комедию. Старую комедию. В том-то и дело, что когда я делала какой-то контент, то точно я не ориентировалась ни на фильмы, ни на аниме или еще на что-то. Обычно. Вот. Хотя один раз я сняла очень странный ролик, где я беру интервью у анонимного аниме-блогера. Это было похоже на очень трэшовые передачи из 90-х. Вот, да, пускай будут ориентиры, какие-нибудь трэшовые передачи, телепередачи. Просто в целом. Скажем так. Ты сказала, что ты зарабатываешь на канале. Но из чего, собственно, складывается твой доход? Партнерская программа, всякие вот эти прероллы, интеграции, заказанные ролики и стримы, донаты. А если брать процентное соотношение, сколько вот идет партнерская программа, сколько реклама, интеграции и сколько донаты? 40-40-20. Партнерка, донаты, реклама. Ну, то есть реклама, в принципе, самая маленькая статья доходов, да? Да. Интересно. Но все равно интересно. Но основной как бы доход это именно донаты. А что рекламируешь? Что я рекламирую? Ну, Амина тот же, который аниме-соцсеть. Всякие аниме-каналы. Ой, в последнее время, кстати, стали писать. Ну, обычно все время обращались насчет рекламы какие-то анимешные деватики. Сейчас к нам стало и казино приходить всякое, которое я не рекламирую. Казино к аниме, серьезно? Да. Ты не слышал? Это же был огромный скандал, что типа один из крупнейших аниме-каналов рекламировал казино. И там говорили, что как так можно, я сейчас просто процитирую, впаривать невинному аниме-комьюнити казино. Никто так раньше не делал. Это что за кощунство? Стоп, это тот же аниме-канал, который в танчиках Сайтаму собирал? Нет, это Сойеров собирал. Да. Нет, Сойеров этим не занимается. Это Дик. Он рекламирует казино, ставки и все вот это говно. Ну, короче, рекламу сейчас нормально берут. Игры очень много берут. Да? Да. Какая игры, причем они... Есть те, кто, например, какие-нибудь танки. Ты им говоришь, вот приролл, условно, да, 5000. Они тебе просто спокойно платят 5000. А есть такие, которые будут торговаться. Такие, а какой-нибудь приколист нам сделает за 2. Я такая, ну, идите к приколисту, пожалуйста. Они прям начинают как-то вот там драться за цену, сбивать. Вот. Сейчас в последнее время появились, слава богу, в аниме-комьюнити деньги. Раньше вообще, если тебя берут приролл, ого, вау, здорово. А сейчас прям очередь и все такое. Это радует. Да, конечно радует. Наконец-то нас стали замечать. Даже всякие вон казино ставки поперлись к нам. Ты что, большое достижение. Я все жду, когда я уже буду кричать один. Не буду, на самом деле. Ну, видимо, хованские алкаши закончились, они решили на трезвенников перейти. Ну, аудитория подрастает, как бы анимешники, они уже все, у них появляются деньги, начинают. Надо уже им тоже впаривать ставки, казино. Все вот это. Ты на Ютубе почти 5 лет. Угу. Именно как творец, как мейкер. Угу. Но наверняка у тебя уже сложилось вот такое ощущение, что на Ютубе чего-то не хватает,
или наоборот, что что-то в нем лишнее? Что ты можешь из числа, скажем так, того, что не хватает, или того, что на Ютубе очевидно лишнее, прям выделить? Чего на ютубе лишнее, чего и хватает? В плане контента или в плане, что нам предоставляют как? Ну, функционал, а может быть даже и контент, кстати. Контент. Ну, контент выбирает аудитория. Поэтому какой есть, какого нет. Не знаю, мне маловато лично для меня контента, который мне было бы интересно смотреть. Я YouTube на самом деле почти не смотрю. Я вот смотрю только как бы своих коллег и несколько вот избранных каналов. А так я почти почему-то не интересуюсь другими роликами. Да я не знаю, мне в принципе все устраивает на YouTube. Я не считаю, что там что-то лишнее, что-то еще требуется. Вот. Если что-то ведут, окей. Если сделают какую-нибудь нормальную систему по... ну вот это, знаешь, желтый значок знаменитый, который появляется в роликах. Если вот с этим разберутся, это для меня как бы самое главное. Желтый значок? Ну, желтый значок, ты просто загружаешь ролик, и потом тебе даже не приходит оповещение, что у тебя сняли монетизацию с видео. И почему сняли, непонятно. То есть мы специально проверяли, там заливали просто иногда пустые ролики, кусочки из пустых роликов. Просто YouTube как-то рандомно думает, вот надо этому дать желтый значок, чтобы у тебя не было денег. И дам я тебе его где-нибудь 2 часа ночи без оповещения, чтобы ты не знал. Вот. И ты об этом узнаешь, что у тебя не капала монетизация, ну, дня через 2, когда зайдешь на канал посмотреть. Причем зайдешь не просто на канал, зайдешь еще в менеджер видео. Да, в менеджер видео обязательно. Да, не просто. Кто не в теме, в менеджере видео, если вы заливаете видео, рядом с ним, и включена у вас монетизация, рядом с ним появляется зеленый кружочек с долларом, означающий, что данное видео монетизируется. Если оно монетизируется частично или вообще не монетизируется, или там какие-то ограничения, то, соответственно, значок меняется на какой-то другой. И обычно это происходит автоматически в момент загрузки видео, когда видео в первые несколько часов или там дней, наоборот, собирает самое максимальное первичное количество просмотров. Соответственно, основной доход блогера улетает в трубу. Да. Если взять перспективу, ну, например, года на 2, как ты думаешь, что ожидает YouTube? Какое у него будущее? Что ожидает YouTube? Какое у него будущее? Знаешь, вот я не думала, что ожидает YouTube, серьезно. Я не пыталась даже спрогнозировать. Все говорят, что взрослый контент. Скоро YouTube захватит взрослый контент. Я как-то в это... Не знаю. Я не думаю, что прям захватит взрослый контент YouTube, потому что все, конечно, топят за вот это качество тыры-пыры, а в трендах все равно одни видосы для детей, Майнкрафт, все то же самое. Я не буду браться анализировать YouTube на будущее, серьезно. Я не знаю, что с моим каналом-то будет через полгода. Ты меня просишь, чтобы я за весь YouTube говорила, что его ждет. Не знаю. Илин, у нас есть традиционная рубрика. Мы задаем 3 вопроса Алисе и смотрим, что она ответит. Алиса, посоветуй аниме. А какой жанр интересует? Любой. Посмотрите «Хорошо быть тихоней». Подожди, что это за аниме? Хорошо быть тихоней. Что-то знакомое. Тоже очень знакомое. Посоветуй аниме жанра приключения. Чистая романтика. Это Юль! Она посоветовала гей-порно. Окей, хорошо, ладно. Там, по-моему, чувак просто решил вроде бы изнасиловать своего друга Натурала. Алиса, как ты относишься к футболу? За кого вы болеете, за того и я. Мне не нравится футбол, Алиса. На вкус и цвет. Какая твоя любимая команда? Я не могу выбрать самую любимую. Окей. Алиса, а ты смотришь YouTube? Да, смотрю, когда время есть. А что ты смотришь на YouTube? Пока ничего. Ха. А ты смотрела аниме-блогеров? Нет, но теперь обязательно посмотрю. Обязательно посмотри тарелку. Уже на загрузку поставила. Вот, отличный помощник. Вы что, серьезно досмотрели до этого места? Все интервью?
Молодчики! Сейчас я буду отвечать на ваши комментарии, но перед тем, как я начну это делать, я хотел вас порадовать. Очень скоро я буду брать интервью у Артура Шарифова, и хотел бы, чтобы вы тоже приняли участие. Вы можете задать Артуру вопрос в комментариях под этим видео. Прямо там внизу. Давайте, дерзайте. Андрюха под интервью с Агнией Огонек написал: ни о чем, вообще никакой инфы, даже имя не спросил. Андрюха, есть такое дело, называется оно личная жизнь. И некоторые контент-мейкеры не особо хотят ею делиться, в том числе и своим именем, возрастом, и даже женаты ли они или замужем ли они. Такое, к сожалению, бывает. И Агния один из таких людей. Ну, хочет человек оставить личное личным. Кто мы такие, чтобы этому мешать? Также Андрюха под этим же видео написал, что вставки вымечены. Испанский стыд. Я впервые вижу выражение «испанский стыд», пожалуй, запомню, загуглю, посмотрю, что же это значит. Но, судя по вашему отношению, Андрей, все с вами ясно. Самое бездарное интервью, которое я видел. Что первая часть, что вторая. Пацаны интересные, раскрыть их можно было. Вопросы тупые, типа «как вас зовут и кем вы работаете?» Завязывай с интервью. Это под интервью с The Братья. Артем, дело в том, что многие контент-мейкеры на самом-то деле представляются на своих каналах не настоящими именами. Вау, открытие! Да, такое, к сожалению, происходит. Поэтому узнать настоящее имя человека иногда тоже интересно и важно. И он может представиться там каким-нибудь Федором Пескоструевым, а в итоге окажется Федором Горбачевым. Представьте себе, такое бывает. Ну, а по поводу интересные или неинтересные вопросы, здесь тоже все довольно субъективно и относительно. Если у вас есть классный вопрос, который вы бы хотели задать ребятам, напишите его в комментариях. Возможно, в следующий раз именно его я и задам. Почему бы и нет? Сразу 3 человека написало под интервью с Максом Брандтом, что Макс крутой пацан. Вы там сговорились, что ли? Хотя, в принципе, да, так и есть. Тебя как YouTube в рекомендации вывел? Ребят, ну я вообще-то СММщик, это моя работа, и на самом деле попасть в рекомендованные видео вообще не сложно. Нужно просто знать буквально несколько приемов, как работает YouTube и как он, собственно, подбирает рекомендованные видео. Это не требует даже денег. Вот выведение в тренды может потребовать денег, если ваш контент полная УГ. Но это уже вопрос долгих споров, которые мы не будем поднимать. Вы знаете все сами. Бранд хорошо говорит, приятно слушать, камеры не очень стоят. Попугай Кеша? Попугай Кеша. Может быть. Спорить не стану, если есть предложение, напишите. Я, честно, только рад услышать вот взгляд и мнение опытного оператора, как лучше поставить камеры. Потому что сильно много пространства нет, мы не киностудия, особо не повыступаешь, поэтому вот как-то так. Жалкие оправдания. Регор 1 пишет: согласен, сатир не смешной, но качественно, интересно и похоже. Именно об этом я и говорю. Никто не говорит, что сатир бездарен. Это не так. Это, безусловно, очень талантливый контент-мейкер. Смотря на его работы, я просто думаю, блин, вот крутой чувак. У него крутой продакшн, крутые костюмы, крутой грим. Сам он даже неплохо отыгрывает и неплохо повторяет всякие интонации, выражения и так далее. Он, безусловно, крутой артист. Но я не вижу в этом ничего смешного. Не вижу и все. Ну, честно. Каждому свое. Если вам нравится сатир, я нисколько вас не осуждаю. Усачев придет. Я бы очень хотел этого, но Руслан человек очень занятой, проживает в Санкт-Петербурге, и даже там у него довольно мало свободного времени. Он либо занят проектами, либо куда-то ездит. Но я думаю, что в какой-то момент наш канал позовет его к себе на интервью. Для этого нам нужно тоже немножко подтянуться. И после этого обязательно возьмем у него интервью. Зачем эту ЧСВшную фемку, паразитирующую на говнопабликах, форсить? Пикабу ее заигнорила совсем, а это уже показатель.
Ну, про ЧСВ, честно говоря, не уверен. Я бы мог сказать, что она довольно специфичная девушка, старше меня, поэтому ее, скажем так, отношение к окружающему миру несколько иное, но я встречал людей с такой позицией довольно часто. Я уже где-то говорил об этом, что такие люди, как она, это... Ну вот если вы когда-нибудь работали в большой крупной компании и сталкивались с каким-нибудь крупным руководителем женского пола, то вот она вот оставляет такую ауру, наверное, да, не очень научно, но это вот так и есть. Вот такое впечатление она о себе оставляет, как такой директор по маркетингу, знаете, вот такой, это женщина, в принципе, не старая, но уже и не девочка, которая там повидала на своем веку, и поэтому ко всему относится с таким, ну, с такой долей скепсиса, наверное, и смотрит на все вот так вот немножко свысока. Ну, не потому, что она ЧСВшная, а просто потому, что она более мудрая и опытная. И это круто. По поводу Пикабу не соглашусь. Я буквально недавно наблюдал и публикацию про ее публикацию на Пикабу, где она с Дроздовым какую-то змею они куда-то там убирали в Австралии. Был такой пост. И ну, довольно нормально заплюсованный, хорошо пост, хотя в нем ничего такого особенного нет. Поэтому я бы не сказал, что ее там кто-то недолюбливает. Даже наоборот, Пикабу — это портал, где люди приходят не только поугарать, но и, может быть, узнать что-то новое, немножко просветиться. А по поводу форсить в пабликах, ну, тоже понятие довольно относительное. Есть разные методики распространения контента, так называемого посева, вот, и форсить его в пабликах, в принципе, довольно, я бы сказал, честный метод. Это намного лучше, чем нагонять каких-нибудь ботов, как делают, ой, не будем говорить кто. Ну, на этом, пожалуй, с вопросами все. Не забывайте, что если вы хотите, чтобы кто-то пришел к нам на интервью, нужно хорошенько заспамить этому человеку комментарии на его канале. А также, если у вас есть интересные вопросы для гостей, для Артура Шарифова, например, то пишите в комментариях под этим и другими видео. И возвращаемся к интервью. У нас поступил вопрос от зрителей. Наш подписчик попросил задать такой вопрос. Что бы ты сделала по-своему, если бы ты управляла своим собственным государством? Кто у вас эти вопросы вообще придумает? Люди? Вопрос, не знаю, на уровне какой-нибудь анкеты, вот как я в школе заполняла, без обид. Что бы я сделала, Да. если бы я управляла собственным государством? Да. Другой вопрос, пожалуйста, я не знаю вообще, что ответить на это. Ну, не знаю, какой-нибудь прям закон бы приняла. Приняла бы закон, не знаю, легалайз. Ты за легализацию? Да. Абсолютную или Нет, частичную? частичную. Сегодня было бы отлично. Как ты думаешь, какое будущее ожидает твой канал, ну, например, года через 2? Я, правда, не знаю. Я, на самом деле, давно хочу сменить направление контента. Да? Да. Но в последнее время я начала думать, а стоит ли? Потому что, давай по-честному, контента на Ютубе очень много, и уже начинает выглядеть так, что нет потребителей на все, что у нас сейчас выпускается в ютубчике. И мне, конечно, вроде бы и задолбало аниме, вот прям очень задолбало. Иногда прям вот, ну, сил нет смотреть. Но, с другой стороны, у меня уже есть своя ниша, и есть ли смысл вот это все менять и уходить в какую-то другую степь, более широкую, когда уже и так все тут хорошо. Поэтому я не знаю. А вот когда ты в теории думал о том, что ты, ну, поменяешь, да, свое направление, на Я каком думала направлении? этим летом заняться, как раз. На какое направление? Секрет. Ну, Нет. ну, Нет. ну тоже хотя бы примерно. Тоже что-то в области развлекательности. Но не про аниме уже контента. все. Нет, не про аниме. Надеюсь, и не про мангу. Нет. Все, это моя ниша. Не знаю, я прям вот чувствую, что
перегорело у меня немного с аниме, что я начала от него уставать. Прям что уж даже смотреть тяжело его становится. Некомфортно. Блин, 5 лет. Ну, слушай, все равно же, это же такая индустрия, все время, каждый год выходят какие-то новые тайтлы. Они отличаются. Ну, понятно, что есть ты там проходняк какой-то, да, какие-то там... Это не про вопрос, что мне надоело именно смотреть аниме, а именно делать контент на эту тему. Это же, знаешь, ну, я вот сейчас делаю те же челленджи. Это, блин, еще надо придумать, какой очередной челлендж ты, блин, снимешь. Как это еще? Потому что на самом-то деле не так много тематик и идей, которые можно как-то в сторону аниме сегмента повернуть, как-то переделать. Это как-то тяжеловато. Вот. Но, с другой стороны, уже все налажено. Я знаю, что как, и мне нравится это, поэтому я не знаю, что будет с моим каналом. Может, вообще YouTube закроют? Ты шо? Моя мама все ждет. Я ей когда говорю что-нибудь, и она постоянно: ну, это ненадолго, это сейчас у тебя все хорошо, вот потом. Что потом, мам? А потом, видимо, его закроют. Вот, да. Не хотела бы, конечно. По старой доброй традиции, я хочу, чтобы ты обратилась к себе самой в будущее через 2 года. Обращение к самой себе через 2 года. Надеюсь, ты все еще жива и не болеешь. И у тебя наконец-то есть 1 миллион. И все, что мне нужно через 2 года. И болеть, и чтобы был 1 миллион подписчиков. Я немного хочу от этой жизни. Тоже добрая традиция. Сколько у вас их? Ой, у нас вообще очень добрая передача, одни сплошные добрые традиции. Поэтому, Илин, у меня к тебе будет такая просьба, такой вопрос. Посоветуй, пожалуйста, нашим зрителям какой-нибудь интересный канал на Ютубе. Ну, аниме ты уже посоветовала. Топ-3 у тебя было для начинающих. Я просто привыкла, посоветую аниме. Посоветуй какой-нибудь интересный или несколько интересных каналов на Ютубе и посоветуй, кого можно позвать вот сюда ко мне на интервью. Позвать тебе на интервью? Да. Кого тебе можно позвать? Ты Топа будешь звать? Топа, который... Утопия шоу? Да, или ты его звал? А, ты же его звал, точно, господи. Я его звал, да. Все, да. Кого позвать? Я же не Кстати, да, если вы хотите, чтобы ко мне пришел Женя с канала Утопия Шоу, еще раз напишите ему в комментариях: Женя, приди уже к Саше, он ждет. Ну, у него со временем очень сложно, поэтому. Я предлагаю тебе позвать моего друга Римуса, потому что если сейчас я это тебе не предложу, он обидится. Хорошо. Позови Римуса. Хорошо, позову Римуса. Видишь, Римус, ты мой друг. Все, позови его и посмотри его. А посмотреть кого можно? Посмотри, кого. Слушай, я же говорю, я почти не смотрю YouTube. Это мне надо открывать YouTube и смотреть, что у меня в подписках, какие интересные каналы. Давай. Ну, не знаю, я недавно наткнулась. Из прикольных каналов есть девочка Аня Консервы, она делает очень ламповые видосики. Про что? Про рисунки, про ментальное здоровье недавно. Аня Консерва. Аня Консерва, да. Еще есть один чел, он тоже снимал аниме-ролики, но он вообще почти неизвестен. Резвов. У него прям очень маленький канал, но мне так нравится его чувство юмора. Его почти никто не смотрит. Ну, надеюсь, теперь-то его будет больше людей смотреть, да, ребят? Да. Я надеюсь, потому что он реально классный. А, Мармаш недавно я нашла канал. Но у него много подписчиков, поэтому странно его советовать. Кстати, его было бы тебе, наверное, прикольно позвать. Он рисует. Вот. И мне очень нравится его голос и вообще стиль рисовки. Он тоже очень классный. Клево. Мармаш? Мармаш, да. Я удивлена, что ты его не знаешь, вроде бы. Сейчас же популярны стали вот эти все каналы после Добряка, которые что-то рисуют. Всякие Добряки, Мирби. Ты не в курсе, да, о чем я говорю? Видно? Это какая-то та часть интернета. Нет, знаешь, всегда бывает так, Я да? тоже не особо знаю аниматоров на Ютубе. Люди говорят: вот классный канал. Я говорю: да, первый раз слышу, захожу, у него миллионы подписчиков. Такой: фига себе, серьезно? А потому что я тебе говорю, сейчас дофига контента. Да. Сейчас ты не можешь все знать. Это как у Стаса Давыдова был недавно видос про глиномел. О, брат. Я не смотрю. Это Давыдова... ты просто гуглишь Я не в 8 классе, чтобы там его реально, смотреть. нет, почему? У него интересный контент, а все еще. Там, в общем, это целая субкультура людей, которые на камеру, типа АСМР. Жрет мел? Они жрут мел. Да.
И там прям целый ритуал. Они берут кусок мела, обмазывают губы, потом ну, так вот проводят по губам, потом начинают его грызть, а потом начинают рассуждать о том, какие у него там, ну, если знаешь, качества. Типа, насколько он жидкий, хрупкий, там какой у него привкус, послевкусие. Реально, это какая-то дичь. И целый интернет-магазин, где этих там тысячи сортов Мел продают. мела и глины, и люди это жрут. Блин, ну это... Ну, я в средней школе бумагу ела, так что... Я не знаю, мне не кажется это на самом деле очень странным. Реально, у меня были там любимые сорта бумаги, все такое. Так что... Окей. Да, так что я бы не сказала, что это очень ненормально, да, жрать мел. Каждому свое, Каждому свое. да. Ну ладно, ребят, я думаю, что на этом сегодня все. У нас получилось емкое, но все равно очень интересное интервью. Пожалуйста, не забудьте подписаться на канал Элины, подписаться на наш канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И, конечно же, написать в комментариях, кого же вы хотите увидеть в нашей передаче в следующий раз. На этом сегодня все. Пока. Пока.